Добрый день, уважаемые мои подписчики. Сегодня я хочу поговорить с вами о создании вот такой вот спортивной модельки, где у нас идет шнуровка сбоку. Увидела фирменные кроссовки от Nike. Фантом, если не ошибаюсь, где вот идет именно вот такая модель. Решила своеобразно повторить это в виде вязаной обувки. Расскажу, как я их сделала, и даже дам совет, как усовершенствовать даже вот эту вот модель, потому что уже после того, как было связано, есть какие-то моменты, которые я бы в следующей паре точно изменю. Смотрите, стандартно мы все равно начинаем с чего? С того, что делаем прошивку. Вот у меня здесь прошивочка белой нитью. И делаем наборочный ряд. Я в предыдущих своих видео показывала вот такую вот модель, да, розовых мокасинчиков, рассказывала, как мы вяжем такую пятку. И там же в видео давала предположение, что вот это основа, и из такой основы можно будет вот сделать именно кроссовки со шнуровкой. Ну и решила не отправлять данную идею в долгий ящик, и вот продолжила ее вот в таком варианте. Что я сделала? Я для начала сделала набор по кругу, прибавила там, где надо, на носке, прибавила петельки на пятке, вязала в один шаг до прошивки 3 петли, на носке плюс 2 шага в 4 петли, и на пятке 2 шага в 4 петли. Рисуночком послужила петельки с захватом предыдущего ряда и простые столбики без накида, но не 1 через 1, а 2 через 2. Также здесь присутствует двойная пяточка. Как ее вязать, я также описывала ранее, ну и здесь повторюсь. Первое, что прошили, набрали петельки, и я здесь начала вязать борт. Я связала 4 ряда борта и потом пошла вязать пятку. Связала вот эту вот часть. Вначале связала внутреннюю пяточку, потом связала борта с пяткой и уже сверху добавила еще 3 ряда по кругу, то есть вновь продолжила вязать борт с подъемом уже и данной части. Вот тут я бы и изменила. Как именно? После того, как сделать наборочный ряд от прошивки, первое, сразу же вязать внутреннюю пятку, потому что у нас получается внутреннюю пятку мы всегда начинаем именно от высоты борта, да, скажем так. Вот здесь это видно, вот идет вначале борт, и внутренняя пяточка, она начинается отсюда. Если мы сделаем наборочный ряд петель и сразу же начнем внутреннюю пяточку, то, мне кажется, это будет немного лучше. Почему? Двойной слой будет во всю длину, и я заметила, что при носке вот здесь вот, да, иногда бывает вот оно как-то вот уходит туда, ну, скажем так, проваливается. Поэтому все-таки внутреннюю пятку не от борта начинать вязать, а сразу от наборочного ряда. Просто
выбираете, да, условно для себя, как будет идти пятка, провязать несколько рядов. Если что, потом всегда можно будет высоту дополнить или заранее провести точный расчет. И вообще перед тем, как вязать, полностью провести расчет кроссовка, схему того, как это будет происходить, а потом уже начинать вязать. Как сделать такой расчет? После того, как мы набрали петельки, находим середину носочка, находим пяточку и обязательно ставим метки. Я для себя вот использую вот такие вот, цепляю, и это мне уже будет видно. Высчитываем количество петель, которые будут с одной стороны и с другой, ну, вот от носка до пятки. По сути, пятку должно, не пятку, а все наши петли по кругу надо разделить ровно пополам, и у вас что внутренняя часть, что внешняя должны совпадать. Могут быть различия из-за особенностей подошвы, но они не должны быть сильно существенными. Вот первая метка, вторая метка. Дальше. Третьей меткой что у нас будет? Третьей меткой у нас будет стоять где-то здесь. Это место, да, откуда у нас будет начинаться шнуровка. Мы ставим еще одну меточку, и у нас, по сути, если мы просчитаем количество вот таких петель, то мы заранее можем примерно для себя сказать, сколько рядов вот здесь вот у нас будет. Как это сделать заранее, без примерок? Вот если взять любую подошву, да, нога имеет у нас вот такой вот здесь полукруг. И вот по сути шнуровка, да, вот этот расход должен начинаться примерно на чуть-чуть дальше самого большого пика. Либо на нем самом, если сделать шнуровочку чуть-чуть ниже. Дальше вы ставите ногу в подошву и для себя смотрите по ноге, где у вас уже начинается свод стопы, где должна заканчиваться вот эта вот шнуровка. И также для себя ставите метку. И получается отсюда до сюда, да, вы сможете заранее просчитать, сколько рядов у вас будет вот в этом крыле, которое идет под люверсе. Что еще? От этой метки, которая идет от шнуровки, также у нас эта метка отсюда до середины пяточки будет обозначать наши ряды поворотные пятки и боковинок. Поэтому вы для себя, как я раньше говорила, вы для себя должны решить, сколько у вас рядов подъема. Вот у ниточка Alize Diva у меня минимум 24 ряда. Высоту это не считая борта. Обязательно говорю, что это не считая борта. От 24-28 рядов у вас идет отсюда до сюда. Поэтому вы, зная количество рядов, которые у вас будут в высоту здесь, сможете рассчитать уже, сколько вот вам петелек надо, вот со скольки петель начинать пяточку и сколько петель там 2, 3 или 4 прибавлять в каждом ряду. Также надо учитывать и
количество рядов подъема. Так как здесь подошва, как вы видите, достаточно тоненькая, обычно мне хватает 4 ряда на борт, то здесь у меня на борт ушло 7 рядов, если я не ошибаюсь. И к вот этим пяточкам их надо будет прибавить. Выполнив вот эти нехитрые, это кажется, что сложно, на самом деле это просто нехитрые расчеты, мы первое, что сделали наборочный ряд, провели расчеты. Сразу с наборочного ряда, кто делает внутреннюю пяточку, а я советую ее делать, делаем ее. Она должна быть ниже, чем основное полотно на несколько рядов, от 2 до 4-5 максимум. После того, как мы связали внутреннюю пятку, вы можете ее поднять на какой-то уровень, грубо говоря, не довязав. А потом по мере необходимости вы будете ее довязывать на основное свое полотно. Мы приступаем к вывязыванию уже пяток и борта. Когда мы свяжем пятки и борта, мы делаем ряды круговые, вот так вот. И тогда у нас получится все слитно. Повторюсь, у меня здесь связано немножко по-другому. Я подняла 4 ряда от борта, связала пятку и потом еще сделала ряды круговые. Как только мы вот это провяжем, мы спокойно можем приступать к вывязыванию данных рядов. Повторюсь, метка у нас уже здесь есть, и мы примерно знаем, сколько рядов, это можно просчитать, у нас займет. В данной модели у меня получилось первый ряд носка 6 петель. Я в первом ряду прибавку не делала, а дальше абсолютно все ряды до сюда, они у меня шли плюс 1 петля. Вот таким вот образом. Что еще хотела, простите, сказать, забыла. Что хотела сказать. Вот в данной модели у меня, вот я покажу фотографии, где вот этой белой цепочки нет, и я, наверное, ее здесь тоже сниму. Она у меня особо вот нитки не закреплены. Это было пробное. Очень просится какая-нибудь белая окантовочка, но так как я по кругу не делала обвязочный ряд, вот как в этой модели, да, вот мы можем видеть, что вот он есть, вот такой вот круговой обвязочный ряд, и я бы, наверное, посоветовала его примерно, да, отсюда сделать белым. То есть здесь он бы шел голубым, потому что считаю, что не очень, наверное, будет на кроссовках сделать полностью белым. Хотя можете сделать полностью по кругу белым. А именно вот отсюда по кругу сделать именно вот такой вот ряд. Да, вот его здесь видно. Белого цвета. Он бы очень красиво, гармонично смотрелся. Потому что я вот попыталась, видите, сделать цепочку, и на таком рисуночке она, не очень ровно ложится, как-то чуть-чуть кривовато. Как я не пыталась ее выровнять, не совсем это получается. Поэтому мне это не очень нравится. Я уже сниму и оставлю как есть. По сути, только белые шнурки будут гармонировать с вот этой вот белой полосочкой на подошве. После того, как мы свяжем носок, мы будем вязать уже последнюю часть, это язычок и крылья. Теперь давайте я вам более подробно, я так
объяснила, как говорится, в двух словах. А сейчас я вам покажу именно свою схему, свои записи. Вот у меня узор 2 через 2. Я сделала борт 4 ряда рисунка. Пятка 2 по 4. Носок я сделала шаг 4, 3, 4. Всего у меня получилось по кругу 186 петель. Вторую пятку я начала с 24 петель. Вот, что надо, начиная с лицевой части за заднюю стенку. И я просчитывала пятки. У меня получилось, что я прибавляла по 4 петли, то есть 3 петли я делала столбик без накида, и 4-я петелька у меня была соединительная. С 8-го ряда я уже не подсоединялась к борту, а вязала вверх, как именно есть у меня видео. Там подробнее описывается, как сделать вот это закругление на пяточке. Так, всего 24 ряда я провязала внутренней пятки, и уже пошла пятка основная. Также начиная с 24 петель, простите. Это получается, я их уже делаю набор не за заднюю, а за переднюю стенку. И также 24 плюс 4. В 25 ряду идет соединение со второй пяткой. По мере того, как я вяжу основную пятку с бортами, я подсоединяюсь к внутренней пяточке. Так, 26 ряд. У меня, я вот выполняю 26 ряд, заканчиваю плюс 4 петли и разворачиваюсь. 27 ряд у меня идет по кругу, и получается, что уже 27, 28, 29 ряд я вязала не с лицевой стороны, не с внешней, вот так вот, да, по кругу, а с внутренней я вязала. Ничего страшного, поверьте, совершенно никак не влияет. Но вот таким вот образом. Дальше. Носок. Перед тем, как начинать вязать носок, как я вам говорила, надо приступать к расчетам. Да? Вот. Я носок все-таки не 6, с 8 петель. Первый ряд, вот у меня написано 8 штук, с 8 петель. 34, 35, 36, 37 ряд у меня шел просто без прибавок. Остальное у меня шло четко с прибавками. И когда мы доходим уже до вывязывания вот этих вот боковинок, нам опять надо рассчитать. Мы считаем, сколько у нас получается петелек вот здесь вот. И я для себя условно это все разделила. Здесь у меня получилось 12, 4, 6. Объясню, что это все надо умножить на 2, потому что я считала как по 2 петли, да, сколько вот таких вот штучек у меня было. Получилось, что у меня всего было, да, получается, 10 и 12, 22, 44 петельки. И вот эти 44 петельки я делила. Вот эту часть я сделала в 2 раза больше вот этой. Сюда у меня, получается, ушло 24 петли. Вот здесь вот 8 петелек. И здесь 12. Так. 5, 4, 3. Это уже у меня шел язычок.
Я язычок вязала тоже, он у меня идет не по центру, вот как кроссовка, а именно как по боковой части. Ложится замечательно, все хорошо. И вот я его также, получается, вязала 10 петель, 8 и 6. Так. Угу. Здесь мы ставим метку того, где у нас будет заканчиваться шнуровка, да, ну, само. И высчитываем количество петель отсюда до сюда. Соответственно, мы можем просчитать количество рядов. За счет того, что у нас здесь идет подъем от уже вывязанных боковинок, все вот эти ряды у меня даже шли не просто без прибавок, а там идут еще и убавки. Но я высчитала, первое, что я высчитываю, сколько рядов у меня будет занимать вот здесь. И вот в эти ряды нам надо, вот, высчитываем количество рядов, люверсы, как мы расставим. Ну, в данном случае я люверсы не ставила, сделала просто отверстия. И, соответственно, какие у нас будут идти сокращения. Почему сокращения? На оригинальной кроссовочке у нас идет здесь не прямо, а здесь узко, а здесь чуть-чуть пошире. Да? На ноге это смотрится немножко по-другому, это видно. Поэтому мы будем сокращать. У кого ножка побольше, пополнее, могут делать без сокращений или сделать их меньше. Вот я просчитала с 38 ряда, да, мы провязали 37 рядов, мы провязали, это основной носок. С 38 ряда по 77. Вот с 38, вот это у меня все, 77 рядов всего, а здесь это 38, 77. Я себе вот так вот схематически черчу и для себя уже начинаю ставить расчеты, где мне надо сократить и где мне ставить люверсы. Мы примерно рассчитываем, сколько вы хотите сделать отверстий для шнурка. И примерно, и точно так же у меня получилось и количество сокращений. Я все это указала. Да? 38, по сути, вот 38 ряд мы вяжем как есть. В 41 сокращение. Что такое сокращение? Когда мы, получается, вот если мы вяжем вот эту часть, когда мы подсоединяемся к борту, мы одну петельку, последнюю, крайнюю, мы ее не провязываем. Я под нее продевала нитку, потом подсоединялась к борту и эту нитку вытягивала все вместе, чтобы не образовывалась дырочки. Это выглядит гораздо красивее. Вот таким вот образом я все это сделала. Единственное, что вот в моих расчетах с сокращениями у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 сокращений и люверсы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 люверсов. Если на крупной части мы делаем 6 сокращений, то здесь мы 2 последних сокращения не делаем. Вот получается, у меня вышли сокращения в 71 ряду и в 65. Я их для узкой части
не выполняла, потому что если мы их сделаем, оно будет, ну, слишком, скажем так, слишком маленькая вот эта вот будет часть, и будет не совсем хорошо. Вы для себя тоже посмотрите, сделайте рапорт, сколько у вас сюда уходит петелек, и это можно заранее все просчитать. Относительно еще язычка хочу сказать, чем вот отличается данный язычок. Как я вам уже ранее показывала, вот я здесь схематически писала, у меня получается 10, 8, 18, 6, 24 петли. 24 петли – это мой язычок. Когда я его вязала, мне в какой-то момент я решила перестраховаться, и я на язычке сделала прибавку один раз по одной петле с каждого ряда и второй раз. Получается, что сделала плюс 4 петли примерно посредине язычка. И он у меня получился такой трапециевидный. И как раз вот прямо надо было сделать эту прибавку. Легло все супер, легло все замечательно, прямо по ножке. Вот примерно вот так вот оно смотрится и на ноге. На фото я покажу. И как раз было бы чуть-чуть меньше, могли быть какие-то бы вопросы того, что, ну, не совсем бы красиво лег язычок. А так сделала, получается, прибавки в виде 4 петелек, и все пошло замечательно. Ну и последний шаг – это обвязочный ряд, и кроссовочек готов. Как бы ничего сложного. Один вот я связала, второй мне предстоит связать. Могу процесс вязания заснять на видео более подробно, не только объяснения по бумаге, а именно показать. Что хотела еще дополнить, почему мне понравилась данная модель. К сожалению, вот на моих вот этих вот не совсем это видно. Эта моделька отлично подойдет людям, у которых есть косточка, потому что они по ноге вот прямо лежат, и вот эти вот все сокращения, получается, здесь у нас идет еще боковинка, потом заканчивается, вот она дает вот такой вот, да, эффект. Здесь вроде много петель, а потом начинает уменьшаться, что тоже как раз на самом деле очень красиво облегает косточку. И если она у вас есть, это будет смотреться не так как бы заметно, а вот как будто так и должно быть, скажем, по модели. Поэтому, если что, вы какие-то расчеты можете видоизменить, учитывая свою анатомию. Да, вот смотрите, вот так вот прям видно. Учитывая свою анатомию, и это будет прямо очень удобно и комфортно. Скорее всего, я сделаю коротенькие видео еще с процессом вязания. Очень-очень сильно постараюсь. Просто у нас сейчас такой не очень период. Идут зубы, и мы очень-очень-очень капризные. Поэтому сидеть очень долго и что-то делать физически нет возможности, вернее, просто не дают. Я понимаю, что как бы такое объяснение подходит
девочкам, которые уже имеют опыт вязания, они поймут, о чем я говорю. Для новичков это будет тяжеловато, поэтому все-таки что-то я постараюсь снять и вам обязательно покажу. Более подробное видео будет через несколько дней.